Начнем. We are going to be discussing healing in the atonement tomorrow, and that's going to answer some of the questions that we've been dealing with already, actually. Завтра мы будем рассматривать тему, которая говорит об исцелении через искупление. И эта тема осветит некоторые вопросы, которые были заданы сегодня в отношении исцеления. Paul, writing to Timothy, Павел, обращаясь к Тимофею в своем послании, actually, if you want to go ahead and read them the question. в общем, давайте я зачитаю в начале вопрос. Вопрос следующего характера. Во 2 Тимофея, 4 главой написано так, что Павел оставил больного Трофима в Милите. И вот вопрос, почему Павел оставил больного своего сотрудника на острове Милит? Now, it says that Paul left Trophimus sick. И вопрос, почему апостол Павел оставил Трофима больного в Милите? So I'm putting the two together, actually. Now, when it says he left him sick, Когда он оставил его больным, and if you look up the word sick, и когда вы обратите внимание на слово «больным», it's a very general word, not necessarily meaning sickness like a disease or an illness. это слово в том смысле обозначает общее значение больной. Это не значит больной какой-то болезнью. It is a word that is often used to refer to physical weakness. Это слово, которое часто употребляется, чтобы указать о физической слабости. And we know that he actually worked himself to a place where he was physically exhausted. И мы знаем, что он работал просто до физического изнеможения. And so, first off, we are promised healing in the atonement. Итак, нам обещано исцеление через искупление. But it does not say that we will not get exhausted from overwork. Но не говорится о том, что мы не будем уставать от перенапряжения. Now, even if it had been a sickness, Даже если бы это была болезнь, in Acts chapter 20, I believe it is, то в 20 главе Деяния, насколько я помню, it said that Trophimus actually met Paul, говорится о том, что Трофим, он встретил Павла. and it was at the latter part of Paul's ministry. И уже в последующей части служения Павла, And Paul himself had even said that God had healed him and set him free. Павел говорит о том, что Бог исцелил его и освободил его. And so, whenever you look at someone like Trophimus, who was obviously working hard for the gospel, И когда вы смотрите на кого-то, как Трофима, который работал, перенапрягая себя для Евангелия, you can exhaust yourself, which is not sickness, вы можете изнурить себя, что не является заболеванием. and then really all you need is rest И потом все, в чем вы нуждаетесь, это в принципе в отдыхе, to recover. чтобы восстановиться. And this is apparently what happened with Trophimus. И вот что произошло с Трофимом. Now, people say, yeah, but Paul left him in that condition. Да, но люди говорят, да, это все хорошо, но почему Павел его оставил в таком состоянии? And, Paul didn't heal him. И почему Павел не исцелил его? Well, you don't heal exhaustion, you rest. Перенапряжение не исцеляется, нужно отдохнуть. And at the same time, В то же самое время we could go to a grocery store, мы можем пойти в магазин, one that's open 24 hours. который работает 24 часа в сутки. And I could go in and minister to people. И я могу пойти в магазин, служить людям. And unless I see them healed right in front of me, И если я увижу их исцеленными перед моими глазами, then I would go right on to the checkout stand, the cashier. тогда я пойду к кассе. And if I left after getting my groceries and after praying for this person, И после того, как я уйду, помолясь об этих людях, когда я сделал свои покупки, and I saw you the next day, и я увидел вас на следующий день, and you said, oh, did you pray for the person at the store? и вы спросите, ну ты молился там о человеке в магазине? And I said, yeah, I prayed for him. И я скажу, да, я молился за And него. you'd say, well, what happened? И вы спросите, ну и что случилось? Well, now that would depend on what I knew to be true. И зависит от того, насколько мне было известно If I в тот was момент. going by what I saw, Если бы я сообщил вам о том, что я видел, I would have to tell you, я должен буду вам сказать, I guess I left him sick at the grocery store. что я оставил этого человека больным в магазине. And if I believe the Bible, И если я верю Библии, I'm going to tell you I laid hands on him.
Я скажу вам, что я возложил на них руки, and they shall recover. и они исцелятся. Right? Правильно? Now, Теперь I could pray for them, я могу помолиться о них, leave. уйти. You could be going in the store. Вы пойдете в магазин. Now, when I got home, I'd have to say that I left them sick. Когда я пришел домой, я бы доложил вам, что я оставил там этого человека больным. But you could go into the store 5 minutes later, Но вы можете пойти в магазин через 5 минут, and you might find them well, и вы найдете их здоровыми. because they were healed immediately after I left. Потому что они получат исцеление после моего ухода. And I wouldn't have known it because I left. Но я этого не знал, потому что я ушел. You have to remember that what we're reading here Вам нужно понять, что то, что мы читаем, are letters that were written это послания, которые были написаны, that sometimes took months которые иногда занимали месяца, to reach the person that they were written чтобы to. прийти к тому человеку, к кому они были адресованы. Trophimus could have been well the next day after Paul left. Трофим, может быть, был исцелен на следующий день, после того, как Павел ушел. We don't know. Нам это неизвестно. And because it's not written, И потому что об этом не написано, we can't say. мы не можем сказать. You can't say he stayed sick, Вы не можете сказать, что он продолжал болеть, and I can't say that he didn't. и я не могу сказать, что он не продолжал болеть. But we do know in Acts Но мы знаем, что в Деянии, that he shows up later well. что он появляется там в последующих главах уже здоровым. So he did get healed. Так что он получил исцеление. Now, there's another question Есть другой вопрос. about Timothy. О Тимофее. So if you want to go ahead and read that. И здесь вопрос такой. Почему апостол Павел ради болезни желудка Тимофея приписал лекарство, а не исцелил его? Now, this is about Timothy's stomach. Это говорится о желудке Тимофея. So you already know what the question is, И вы знаете уже, что за вопрос. because this is always the same question. And anywhere I go to teach healing, Потому что это те же вопросы, куда бы я ни поехал. people in the church or out of the church, Люди в церкви или вне церкви. it doesn't matter either. Неважно. And if I ask them И если я спрашиваю их, for 5 scriptures привести мне 5 мест Писания, that guarantees healing, которые гарантируют исцеление, most people can't tell me them. большинство людей не могут мне назвать их. But yet if I ask Но если я спрошу, for just a couple of questions about healing, несколько вопросов задать мне об исцелении. Christian and non-Christian alike, Верующие и неверующие одинаково. they know about Trophimus, Они знают за Трофима, they know about Timothy's stomach, они знают за желудок Тимофея, they know about Job, знают за Иова, and they know about Paul's thorn. и они знают за Павла проблему, Now за жало. that should tell you something right there. Это должно о чем-то вам сказать, You are schooled in unbelief что мы воспитывались в школе неверия, rather than in faith. вместо того, чтобы воспитываться в вере. That is the spirit of the world. Это и есть дух этого мира. So the fact that you know that so readily И сам факт, что вам насколько известны эти места, should automatically tell you должен автоматически сообщить вам, that the answer you assume to be true что те ответы, которые вы предполагаете истинными, probably isn't right, наверное, неправильны. because it was a devil that taught it. Потому что дьявол научил этому, It was a devil that convinced you to question it, дьявол убедил вас, чтобы ставить это под вопрос, and it was a devil that gave you the answer. и дьявол же дал вам и ответы. Okay? Хорошо? Is that simple enough? Доступно? Now let's go into the answer. Теперь давайте придем к ответу. How many of you have traveled overseas? Сколько из вас ездили куда-нибудь за границу? Okay, good. Now let me ask you this. Хорошо. Теперь, How many of you have drank the water? сколько из вас там пили воду? Okay. How many of you have had effects other than having your thirst quenched? Сколько из вас имели результат, помимо того, что вы утолили свою жажду какой-нибудь? Okay. Хорошо. Now you know why Paul wrote to Timothy. Теперь вы знаете, почему Павел написал Тимофею. Because you can go in any country in the world, Потому что вы можете поехать в любую страну мира. and he didn't say how much wine to drink. И он не сказал, сколько употреблять вина. He just said take. Now notice, he didn't say drink a little. Он не сказал, пей понемногу. Drinking is for pleasure. Пить это для удовольствия. He said take a little. Он сказал, принимай. There's a difference. В этом есть разница. He said take a little wine Он сказал, принимай немного вина. for your stomach's many infirmities. Для твоих заболеваний желудка. Now what that means is this. Для слабости желудка, прошу прощения. И что это значит? In anywhere you go, Куда бы вы ни поехали, the first thing everyone tells you, самое первое, о чем вам сообщают, only drink the bottled water.
Пей только воду в бутылочках. right? Правильно? First thing. Самое Okay? первое. Or something else bottled, but you don't drink just tap water, Не пейте воду из крана. right? Правильно? Because there are things that live in that water Потому что в этой воде есть живые существа, that like nothing better которые не любят ничего лучше, than to move around your stomach как передвигаться по вашему желудку, before they decide to leave quickly. прежде чем они решают быстро выйти из него. You understand? Вы понимаете, да? So, if you take a little bit of wine Поэтому если вы примете немножко вина, and you put that wine in water, и вы нальете это вино в воду, it will kill the germs in that water. оно убивает бактерии в воде. So, Paul, И Павел, a missionary, миссионер, was telling Timothy, он говорил Тимофею, who also traveled with him, который также путешествовал с ним, and who was dropped off in a foreign country, и которого оставили в чужой стране. he was saying, Он говорил ему: I understand your situation. я понимаю твою ситуацию. Drink more than water. Пей еще, кроме воды, что-то. Take some wine. Принимай вино. It'll kill the bugs, Это будет убивать бактерии. and that won't affect you anymore. И это не будет больше влиять на твой желудок. Now, isn't it amazing Не удивительно ли, that Paul could be practical что Павел был практичным? when we think everything he wrote Когда мы думаем, что все, о чем он писал, was super spiritual, это было сверхдуховным. and yet we know it wasn't И все мы знаем, что это не было таковым. because he wrote all kinds of practical Потому что он things. писал многие практические советы. He told young men Он говорил молодым людям, to flee from youthful lust, чтобы убегать юношеских похотей. spiritual. Это духовно? And then he turns around И потом он and tells Timothy, говорит Тимофею: bring my cloak, bring my coat. принеси мое пальто, 'Cause I привези, forgot it. потому что я оставил там его. Now, how spiritual is that? Насколько это духовно? He wrote practical letters. Он писал практические послания. But what do? Но что мы сделаем? Because the Bible doesn't give us all the details. Потому что Библия не описывает нам все детали. People who probably never served as a missionary Люди, которые никогда не были миссионерами, read that они прочитали это and said, oh, see, и говорят: видишь, he was sick. он был болен. That's why he said it. Почему я болен? But a missionary can understand it. Но миссионер может понимать это. Simple. Очень просто. Right? Правильно? We've already talked about Job. Вы хотите поговорить за Иова? And I'm just touching on these very quickly here. We'll go into more detail И я later вкратце on. поговорю об этом. Then we had, what is the other one? There was another one we had there. The other one talks about We're going to do that tomorrow. communion. Yes. We're going to talk about communion tomorrow during the... На вопрос об участии, недостойном участии в предломлении мы поговорим завтра. And there was another one over here. The other one is about Job that you talked previously, and then does God use sickness to punish There we people, go. to prevent them Oh. from sin? Here we go. Yes. There was a question about, does God use sickness to chastise? Да, еще был вопрос, кто-то ко мне подходил, и говорится, что Бог, кого любит, то Он обличает и наказывает. Over and over again. Снова и снова. We are told in the Old Testament and the New В Новом и Старом Заветах нам сказано, that God's Word что Божье Слово, is our light, наш свет, it's our guidance, это наш путеводитель, it teaches us, наставляющий нас, and we should learn by it. и мы должны учиться от Слова. His Word is also called Его Слово также называется God's rod and His staff. Божий посох и жезл. When we say that God uses sickness to chastise us, Когда мы говорим, что Бог использует болезнь, чтобы наказывать нас, we are putting onto God мы возлагаем на Бога the natural characteristics, естественную характеристику, and the Bible is very clear about that. и Библия очень ясно говорит об этом. Paul says, Павел говорит, you compare natural things with natural, что нужно естественное сравнивать с естественным, but spiritual things with spiritual. но духовное сопоставлять с духовным. Now you get into trouble Мы приходим в проблемы, when you start crossing those wrong. когда мы начинаем переплетать эти вещи неправильно. God is a spirit. Бог есть дух. You are a spirit being. Мы есть духовное существо. Jesus said,
Иисус сказал: My words Слово Мое are spirit есть дух and life. и жизнь. He said, Thy word is truth. Он говорит, Слово Твое есть истина. He said, Thy word, in the Psalms, В Псалмах сказано, he says that this is his rod and his staff. что это Твой посох и жезл. In Hebrews, Евреям it says that God is the Father of spirits. написано, что Бог есть Отец духов. Now, the Father of spirits Отец духов, chastises Он наказывает the spirit, духов, not the flesh. не плоть. You understand this? Вы понимаете? So if God is going to, now chastise means this. Наказывать это значит, We always think it means to hurt, spank, beat. мы думаем, что это значит причинять боль, значит наказывать розгой и бить. But the literal translation of the word chastise Но дословный перевод слова наказание is this: и следующий: to train, научить, to instruct, проинструктировать to discipline. и дисциплинировать. Now see, when you think of discipline, Когда вы думаете о воспитании, you think of grabbing your child by the hand, вы думаете о том, чтобы взять ребенка за руку, and in the other hand, а другой рукой you have a belt, у вас ремень. and you spank the child И in a вы circle, наказываете его по кругу и ходите. because they run while you try to Потому spank. что ребенок от вас убегает, в то время как вы пытаетесь наказать. And you think that's discipline. И вы думаете, что это воспитание. But you have to remember who Paul was when he wrote that. Но вы должны понимать, кем был Павел, когда он писал это. The examples that Paul used over and over again Пример, который Павел снова и снова употребляет, was a soldier, это был солдат, an athlete. спортсмен. Now, what does a soldier and an athlete have in common? Что общего имеют солдат и спортсмен? They're both disciplined. Они оба дисциплинированы. Do you see the difference in the use of the word? Вы видите разницу в употреблении слова? You don't spank a soldier. Вы не наказываете солдата. You don't spank an athlete. Вы не наказываете спортсмена. But you can discipline them, Но вы можете их дисциплинировать. meaning that you get them focused. Вы их приводите к вниманию. It means that you build into them Это значит, что вы воспитываете в них the will to win, волю, чтобы победить или выиграть. the will to keep going and not stop. Волю, чтобы двигаться вперед без остановки. And that's what it means to discipline. И вот что значит воспитывать. And when it says to, the word used there, it means to instruct or train. Поэтому слово, которое там употреблено, значит инструктировать или тренировать. So we should think of this in terms of instruction and training. Итак, мы должны думать об этом слове в свете инструкции и тренировки, Which will make us good, disciplined soldiers of Jesus Christ. которое сделает нас верными, дисциплинированными, надежными солдатами для Христа. That will enable us to endure hardness as a good soldier. И сделает нас способными переживать трудности, которые переживает добрый воин. Now, what does he use to do that? И что он использует, чтобы достичь этого? He is a spirit. Он есть дух, He's a father of spirits. он есть отец духов. We're spirits. Мы духи, And he uses his word, which is spirit, и он использует свое слово, которое является духом, to instruct, to train, to discipline. чтобы наставить, научить и дисциплинировать. Not once in the New Testament Ни разу в Новом Завете is there any type of clear reference нет никакого ясного указания to sickness or disease о том, чтобы болезнь или заболевание being used to instruct or train or discipline. были использованы, чтобы научить, проинструктировать или воспитать. But Но what do? что мы делаем? Let me tell you where this came from. Позвольте сказать, откуда это пришло вообще. We have in the church, В церкви we have developed мы взрастили a theology теологию, based upon failure, основанную на провале. not a theology based upon Scripture. Не теологию, основанную на Писании. You say, what do you mean? Что я имею в виду? That means Это значит, whenever we pray for someone, когда мы молимся о ком-то, they didn't get healed. они не получают исцеления, What do? что мы делаем? We have to find a reason. Нам нужно найти причину. So what do? И что мы делаем? We make one up. Мы придумываем причину. We make up
Мы придумываем a wrong doctrine неправильную доктрину, that validates our experience, которая подтверждает наш опыт, even at the expense даже за счет of God's name and nature and character. Божьего имени, Его характера и Его природы. If God were to show up in the flesh, Если бы Бог явился во плоти, He would easily win any lawsuit Он легко бы победил на любом суде for defamation of character. За разрушение характера, то есть за обвинение в характере, что его неправильно обвинили. We accuse God Мы обвиняем Бога of things that we would put a man in jail for doing. В том, за что бы мы людей посадили в тюрьму, если бы они это делали. But because we think He's God, Но потому что мы думаем, что Он же Бог, He could do it and it'd be okay. Он может это делать, и это ничего страшного. And we don't realize that the very laws we have to protect the innocent И мы не понимаем, что те же самые законы, на основании которых мы защищаем невинных, were based upon this word. они основаны на вот этом слове. You don't get the laws that protect the innocent Вы не создаете законы, которые защищают невинных out of the Quran. из Корана. You don't get the laws that protect the innocent Вы не находите законы, которые защищают невинных, out of the teachings of Buddhism and Confucius. основанные на учениях Будды или Конфуция. You get philosophy from them, Вы только от них получаете философию. but you get the laws that protect the innocent Но законы для защиты невинных from God. от Бога. We need to realize how we attack God's Нам нужно nature понять, как мы нападаем на характер Бога. and quit defaming His nature and His character. И нам нужно перестать срамить Его имя. God gave us several names. Бог дал нам много имен. Jehovah Sidkenu, Иегова Ситкану, Jehovah Jireh, Иегова Джайра, Jehovah Rapha, Иегова Рафа. and all of these names. И все эти имена. He said, "This is how I want to be known by you." Он говорит, что вот как я хочу, чтобы вы были знакомы со When you мной. speak about me, Когда вы говорите I обо мне, want you to know я хочу, чтобы вы знали, that I am the God that provides for you. что я Бог, который забочусь о вас. He said again, when you speak of me, Он говорит им, когда вы произносите мое имя, I want you to know я хочу, чтобы вы знали, that I am the God that provides your right standing with что me. я Бог, который снабжаю вас праведностью. Again, he says, when you speak of me, И он говорит, когда вы будете говорить обо мне, I want you to know me as the God я хочу, чтобы вы знали, что я Бог, that heals you. который исцеляет вас. Now, if God is the God who makes sick, Если Бог наводит болезни, why didn't he ever tell us, I am the God that killeth thee? почему Он не сказал, что я Бог, который убивает тебя? But he didn't. Но Он не сказал. And if he didn't give you that И name, если Он не дал такого имени you нам, don't have a right to give him that у name. нас нет права называть Его таким именем. You're getting an overhaul Вы приходите в тупик. in how to know the nature of God. Как познать характер Бога? We will teach you how to pray for the sick. Мы научим вас, как молиться о больных. But that's an easy thing Но это простая вещь. once we get past this stuff. После того, как мы переступим через все это. But this has to be changed first. Но это нужно изменить в начале. Amen? Аминь. You need to know who God is. Вам нужно понять, кем является Бог. Jesus went about doing good. Иисус шел, делая добро. Many times when we pray, Часто, когда мы молимся, we say things like this. мы говорим следующие вещи. And we will say it this way. Давайте скажем так. Lord, please heal them Господь, пожалуйста, исцели их, if it be thy will. если есть Твоя воля. Now, two things. Две вещи. Number one, Первое. you got that prayer Вы молитесь этой молитвой, from somebody else. которую научились от кого-то. They got that prayer Они научились этой молитве from somebody else. от кого-то еще. And somewhere down the line, И в конце концов, somebody got that prayer кто-то взял эту молитву, by going into the Bible, обращаясь к Библии, seeing Jesus in the garden, и смотря на Иисуса в where he's Гефсимании, praying to the Father, когда Он молится Отцу, and Lord, he said, и Он говорит: Lord, if it be thy will, Господь, если есть Твоя воля, take this cup from me.
убери эту чашу от меня. And we have adopted that prayer. И мы адаптировали эту молитву. And that is not the prayer for sickness. И это не молитва об исцелении. That is a prayer of committal. Это молитва о посвящении. And you need to realize what Jesus was praying for. И вам нужно понять, о чем там молился Иисус. Now, generally speaking, Говоря же в общем, you can never pray in faith вы никогда не можете молиться с верой, if you do not know the will of God. если вы не знаете Божьей воли. You cannot pray in faith Вы не можете молиться с верой beyond your knowledge of God's will. за пределами вашего познания Божьей воли. If you're not sure it's God's will, Если вы не уверены, что в этом Божья воля, you can't pray in faith. вы не можете молиться в вере. So when you say if, Итак, если вы употребляете слово «если», you have just stepped вы только что переступили out of the prayer of faith из молитвы веры, and into a prayer of hope, и вы вступили в молитву надежды, which we are not promised that it would be answered. на которую нам не обещан ответ. When you pray in hope, Когда вы молитесь there's в надежде, nothing to say you're going to get the answer. нигде не говорится, что к вам придет ответ. And you'll pray that way, И вы будете так молиться, and then that person will get sicker or they will die. и этот человек еще больше заболеет, и потом умрет. And then you'll say, well, it must not have been God's И will. вы потом скажете, наверное, не было Божьей воли. No, must not have been right the way you prayed. Наверное, вы просто неправильно молились. I'll give you an example. Я приведу пример. Jesus was standing apart from his disciples. Иисус стоял возле своих учеников, A man brought his son to Jesus. и Or человек привел своего мальчика к ученикам. And he actually brought him to his disciples. К ученикам. And the disciples were arguing over who was the greatest. И ученики спорили, кто был большим. So there was some stuff going on. Итак, там что-то происходило между учениками. Envy, Зависть. things that Paul said made them carnal. То, о чем Павел сказал, что делало их плотскими. So no wonder they didn't get any results. Неудивительно, что они не могли получить результата. And they tried to cast that devil out of that boy. Они пытались изгнать этого беса из мальчика. And nothing happened. И ничего не происходило. And so the man came to Jesus Итак, человек пришел к Иисусу, and said, I brought my son to your и он disciples. сказал, я привел своего сына к твоим ученикам, And they could not cast the devil но out. они не могут изгнать из него беса. Now let's just stop here for a second. Остановимся давайте здесь. Let's pretend for a minute Давайте представим на минутку, that's us. что мы находимся в такой We're here. ситуации. Мы здесь, And someone brings a sick person in, кто-то приводит больного человека, and you've been hearing this teaching, и вы слышали это учение. and so you're anxious to pray for them, Итак, вы с нетерпением хотите молиться за него. and so you start praying, Итак, вы начинаете молиться, and when you get done, и когда вы закончили, nothing's changed. ничего не изменилось. Boy still got problems. У мальчика еще проблемы продолжаются. Now see, when it happened with Jesus, Когда это произошло с Иисусом, Jesus said, bring the boy to me. Иисус сказал, приведите ко мне мальчика. And we know what happened. И мы знаем, что произошло. He brought him there, Они привели его, and Jesus healed the boy. Иисус исцелил мальчика. Even though the man said, Хотя даже этот человек сказал, Lord, I believe, Господь, я верю, help my unbelief. помоги моему неверию. Now the boy had a devil. У мальчика был бес у мальчика. The boy never speaks. Он никогда не разговаривал. The boy didn't say anything about having Он faith. не говорил ничего о своей вере. The man was the only one that said anything about having faith. Этот человек только что-нибудь упомянул о вере. And he said, Lord, help my unbelief. И он сказал, Иисус, у меня нет веры. So in the church, Поэтому, когда в церкви, we would have told him, мы бы сказали ему, you can't get anything. ничего не получишь. Because you said you had faith, but you just said you had unbelief. Потому что ты сказал, что у тебя есть вера, но также подтвердил, что у тебя есть неверие. So because there's unbelief, the boy can't be По healed. причине неверия мальчик не может быть So исцелен. we know it wasn't the man's faith. Итак, мы знаем, что это не вера We know it этого wasn't the boy's человека. faith. Мы знаем, что не вера мальчика. But what did Jesus say? Но что Иисус сказал? Did he say, what, did you take him to my disciples? И он спросил, вы к ученикам его водили? He didn't say that, did he? Он не сказал The это. man said, I took him to your disciples. Человек этот сказал, что And я they- водил к ученикам. And they couldn't cast И him они не out. могли изгонять беса. And what did Jesus say? И что Иисус сказал? Well, it must not be God's will then. Значит, нет воли Божьей. He didn't say that, did he? Он так не сказал. Notice what he did. Заметьте, что он сделал.
talking to the disciples, Он, обращаясь к ученикам, he said, "You faithless, он сказал, вы маловерные, perverse generation, развратное поколение, twisted generation." то есть превратное поколение. He said, "How long do I have to put up with you?" Он сказал, сколько я буду терпеть вас. Now, that doesn't sound good. Это не очень хорошие слова. And then И потом he cast the devil out of the boy, он изгнал беса из мальчика. and the boy was healed. И мальчик был исцелен. Right? Правильно? Now, what does that tell us? О чем это говорит нам? Just because the disciples Лишь только по причине, can't get the job done, что ученики не могли сделать it doesn't этого, mean that it's not God's will for it to be done. это не значит, что нет воли Божьей на это исцеление. But what do we do in the church? Но что мы делаем в церкви? If we try it and it fails, Мы попробовали, если и не получилось, what do? что мы делаем? Immediately, Сразу же, the first thing we say is, первое, что мы говорим, must not be God's will. нет Божьей воли. What should we say? А что мы должны сказать? I guess I'm faithless. У меня нет веры. See, we don't want to take the responsibility. Мы не хотим взять на себя ответственность. We want to put the responsibility on the boy. Мы хотим возложить ответственность на He мальчика. did some sin. Он сделал грех. The father did a sin. Отец сделал грех. Must not be God's will. Нет Божьей воли. You see where I keep pointing? Видите, где я держу свой палец? Never here. Сюда никогда не показывай. Always there. Всегда там. The sick, Больной, the ancestors, предки, God, Бог. because it couldn't be me. Потому что во мне не может быть причины. Because I am perfect. Потому что я совершен. Do you see the problem with that? Вы видите проблему с этим? We have a theology of failure. У нас есть теология провала. When Jesus didn't allow for failure. Когда Иисус не позволил провалу And when his приходить. disciples failed, И когда его ученики не справились с задачей, he didn't say, он не сказал, "Don't worry about it, boys. не заботьтесь, не переживайте, ребята. You gave it a good try. Вы попробовали, Win some, lose some. но иногда мы проигрываем, иногда мы выигрываем. Don't worry about it. Не беспокойтесь. Because after all, Потому что в конце концов, if the boy had been healed, если бы он исцелен был, you might have got into pride. может быть, к вам бы пришло гордость. And God is so concerned about you. И Бог настолько заботится о вас, You are so important вы настолько важны, that God would rather have that boy still crippled что Бог все равно предпочтет этого человека еще скорченным, than for him to get healed вместо того, чтобы он был исцелен, and you to get into pride. но чтобы только вы не наполнились гордостью. See how ridiculous that is? Вы видите, как это просто неимоверно звучит? Do you see how arrogant that is? Вы видите, насколько это гордо? We will tell people Мы говорим людям, that that person stays sick что этот человек остается больным, so that I won't get into pride. чтобы я не попал в гордость. I got a word for you. У меня для вас слово. Too late. Слишком поздно. If you say that, Если вы это говорите, you're already in pride. вы уже в гордости. Because you're already saying you're more important than that Потому boy. что вы уже говорите, что вы более важен, чем этот мальчик. You just said, I'm not a servant. Вы сказали, я не слуга. I'm so important Я настолько важен, that this child что этот ребенок doesn't deserve a free life недостоин свободной жизни, just so I won't get into pride. чтобы я не попал в гордость. You arrogant Pharisee. Вы гордый фарисей. You need to analyze yourself. Вам нужно проверить себя. If that were true, Если бы это было правдой, then Paul could not have written what he wrote. тогда бы Павел не написал того, что он написал. Он говорит, I keep my body under. я порабощаю тело мое. I keep myself disciplined. Я дисциплинирую себя. Because I don't want to be put on a shelf Потому что я не хочу, чтобы меня поставили на полку. after I've run my race. После того, как я пробегу свою дистанцию. Now what was he trying to say? О чем он говорит? He said, listen, Он говорит, послушайте, I have to keep myself right with God. мне нужно быть в правильном отношении с Богом, Because I don't want to preach the gospel потому что я не хочу проповедовать and heal Евангелие, the sick исцелять больных, and raise the dead воскрешать and мертвых, have great miracles великие чудеса делать, just to have God set me aside later. чтобы Бог поставил меня в сторонку позже. Now see, Paul could not write that Павел не мог бы так написать, if our theology is right. если наша теология правильна. Because God would never allow Paul to do those things. Потому что Бог бы не позволил Павелу совершать эти дела, According to our theology, согласно нашей if his heart теологии. wasn't right with God.
Потому что он должен быть был правильно с Богом. According to our theology, Соответственно, нашей теологии, Paul should have said, Павел должен был бы сказать, I have to keep myself right with God, мне нужно иметь правильное отношение с Богом. because if I don't, Потому что если я не буду этого делать, God will shut this ministry down. Бог закроет это служение. But you notice he didn't say that. Но видите, он никогда этого не сказал. Why? Почему? Because no one person Потому что никто из людей is more important than the people that need the gospel. не более важен тех людей, которые нуждаются в Евангелии. And God will use flawed vessels И Бог будет использовать несовершенные сосуды, because he loves the people. потому что Он любит людей. And he will use them to И heal Он будет использовать их для and исцеления, use them to deliver. использовать для And освобождения. if they don't get right with И God, если они не примирятся с Богом, when their race is over, когда они закончат свою дистанцию, he will set them aside Он отставит их в сторону, rather than give them the crown they worked for. вместо того, чтобы дать им вознаграждение, ради которого они работали. Can you see the truth in light of this? Вы видите в этом истину и свет? Let me tell you how I found this to be true. Позвольте рассказать, как я узнал об этой истине. Do you agree with a preacher being transparent? Вы верите в то, что христианин должен был прозрачным? If I tell you something, will you not think Проповедник. less of me? Если я расскажу вам что-то, не подумаете ли вы обо мне меньше? Amen? Аминь. When I first started praying for people, Когда я вначале начал молиться за людей, there was sin in my life. в моей жизни был грех. I knew it. Я знал об этом, My family knew it. моя семья знала об этом. It was pretty apparent. Это было явно. And yet God was healing people. И все же Бог исцелял людей. People came out of wheelchairs. Люди вставали из колясок. And after the meeting, И после служения I would go я уходил, and pray. молился. And I got mad at God И я злился на Бога. because people were getting healed. Потому что люди получали исцеление. And there was sin in my life. А в моей жизни был грех. And I knew it. И я знал об этом. And I went to God. И я обращался к Богу. And I said, don't you know what's going on? И я говорю, Господь, разве тебе не известно, что происходит? Don't you care at all that there's sin in my life? Тебе не все равно, что ли, что в моей жизни грех? Doesn't sin matter at all? Разве грех для тебя не важен? Because people were getting healed. Потому что люди исцелялись. And God spoke to me. И Бог проговорил ко мне. Probably the clearest he's ever spoken to me. Наверное, самым ясным образом, когда-либо Он ко мне говорил. And you know what he told me? И знаете, что Он мне сказал? He said, yes, I know what's going on. Да, я знаю, что происходит. And I will deal with you later. И я займусь тобой позже. And immediately, И сразу же a desire for holiness seemed to come upon me. желание святости пришло на меня. And the sin started falling away. И грех просто Amen? начал отлетать от меня. See, the things I tell you, this is not theory. Видите, то, что я говорю вам, это не теория. I've lived them. Я пережил это. We've done them. Мы проходили это. We've proven it. Мы доказали это. And you will prove it in your life И also. вы это переживете в своей жизни. Thank God we don't have to be perfect Слава Богу, что нам не нужно быть совершенными, before he will use us прежде чем Он начнет использовать нас, to help other people. чтобы помогать другим. Why would he use you? Почему бы Он использовал вас? Because you know something they don't. Потому что вам известно что-то, чего они не знают. You know he can. Вы знаете, что Он может, You know he will. вы знаете, что Он будет. And you forget about you, И вы забываете о себе, and you just start helping people. и вы просто начинаете служить другим. Amen? Аминь. Take a break. Возьмите перерыв.